Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях сделать очень эффективную антивозрастную омолаживающую маску. Маска на основе яблочного уксуса отлично омолаживает лицо, делает его просто фарфоровым и глянцевым. Разглаживает даже самые глубокие морщины, хорошо шлифует поверхность кожи и убирает пигментацию, делает кожу более светлой и фарфоровой. Маска подходит для всех типов кожи. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску за час до сна, и утром ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. Маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые, доступные ингредиенты. Возьмите яблочный уксус. Можно взять пищевой яблочный уксус. Главное, чтобы пропорция его была 9%. Возьмите 1 чайную ложку яблочного уксуса. Яблочный уксус отлично смягчает кожу, хорошо убирает пигментные пятна, хорошо отшелушивает в процессе смывания этой маски. Нужно взять 1 чайную ложку яблочного уксуса. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится сок алоэ. Сок алоэ или алоэ вера вы можете использовать как свежевыжатый из растения, также можно использовать аптечный сок алоэ. Также хорошо подойдет и сок огурца, и сок капусты. Нужно взять 1 чайную ложку сока алоэ или алоэ вера. Сок алоэ отлично увлажняет кожу, предотвращает обезвоженность и делает кожу глянцевой. Также тщательно смешайте все компоненты. Обязательно соблюдайте не только рецептуру приготовления домашних масок, но и порядок добавления всех ингредиентов. Следующий компонент для этой маски нам понадобится рисовая мука. Вы можете использовать рисовую муку уже готовую, либо приготовить ее самостоятельно. Возьмите небольшое количество белого риса, перемелите его в кофемолке и используйте рисовую муку в домашнем уходе. Рекомендую приготовить рисовую муку в большем количестве, так как она очень часто используется в домашнем уходе. Возьмите 1 чайную ложку рисовой муки. Муку возьмите без горки и постепенно всыпайте рисовую муку в предыдущие ингредиенты, одновременно вбивая ее. Старайтесь всыпать рисовую муку постепенно, так чтобы она вошла во взаимодействие с предыдущими ингредиентами. Соблюдайте также не только рецептуру приготовления домашних масок, но и порядок добавления этих ингредиентов. Тщательно взбейте все компоненты, так, чтобы не было комочков. Все свои рецепты домашних масок я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут, чтобы в домашних условиях приготовить качественную домашнюю маску для омоложения даже самой дряблой увядающей кожи. Смешайте все компоненты так, чтобы она была однородная консистенция и не было комочков. На этом этапе маска должна иметь вот такую приятную консистенцию. Следующий ингредиент для этой маски – добавьте косметическое масло. Возьмите косметическое масло, которое идеально подходит к вашему типу кожи. Если у вас жирный тип кожи, используйте масло персика или виноградных косточек. Если у вас сухой тип кожи, для сегодняшней маски хорошо подойдет либо миндальное масло, хорошо также подойдет и масло кокоса. Можно использовать пищевое кокосовое масло, либо косметическое. Если вы используете кокосовое масло пищевое, то предварительно подогрейте его на водяной бане так, чтобы процесс приготовления был более удобным. Нужно взять 10 капель косметического масла. Так как у меня тип кожи комбинированный, для сегодняшней маски я использую миндальное косметическое масло. Нужно взять 10 капель. И также тщательно взбейте все компоненты. В процессе смешивания маски старайтесь ее как бы взбивать, чтобы все ингредиенты вошли во взаимодействие, и у вас получилась качественная домашняя маска.
Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится витамин Е. Можно использовать витамин Е из ампул. Если вы используете витамин Е в ампулах, достаньте одну ампулу, проткните и добавьте в сегодняшнюю маску. Также можно использовать витамин Е в масляном составе. Если вы используете масляную консистенцию витамина Е, то добавьте также 10 капель витамина Е. Для приема вовнутрь я использую витамин Е в ампулах, а для приготовления домашних масок использую масляный состав. Нужно взять также 10 капель витамина Е. Витамин Е отлично смягчает кожу, разглаживает даже самые глубокие морщины, отлично взаимодействует с предыдущими ингредиентами. Маска имеет приятную консистенцию. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Перед применением домашних масок обязательно подготовьте свою кожу. Сделайте кислотную скатку или скраб. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, размочите их водой комнатной температуры, нанесите на влажную умытую кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Не наносите кислотную очищающую скатку на кожу вокруг глаз. В момент нанесения сделайте скрабирующий массаж по кожным массажным линиям в течение 3 минут. Затем оставьте кислотную скатку еще примерно на 2 минуты и смойте ее водой комнатной температуры. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю, для сухого типа кожи 1 или 2 раза в месяц. После того, как смыли кислотную скатку, промокните лицо махровым полотенцем и приступайте к нанесению сегодняшней маски. Наносить маску нужно по кожным массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Нанесите эту маску в 2 слоя. Первый слой маски очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите второй слой. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным махровым полотенцем и смойте маску водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.